Можно по заказу вызвать вас на дом. С другой стороны. Не надо, а в другую страну, да. Ну, он пришел исправлять нос, а ему еще сказали, у тебя уши торчат. Мы отправляем к психиатру или психологу сначала, чтобы они посмотрели. Гара, расскажите, пожалуйста, как вас посетила мысль стать врачом? И когда это случилось? Стать врачом мне как-то хотелось с детства, но в принципе здесь по нам было трудно, поэтому после окончания школы предлагали ехать в разные страны студентов. И через scholarship, это будет по-русски как? Колледж? Scholarship. Это как стипендиаты, да? Ну да. В обмену. В обмен. Да. Итак, меня отправили сначала, хотели в Румынию, но Румыния так и не отправила наши билеты, а потом предлагали ехать в Москву. И вы так что мне пришлось ехать туда. Ну, вы не оплачивали обучение, правильно? Это по обмену, что было? Обычно нет. Никто не оплачивал, досталось все бесплатно, и билеты, и все, что касалось, проживания, питания и остальное. А какого образования вы получили и где, в каком городе России? В Москве, в университете Дружбы народов имени Патрисия Лумумбы, на Миклуху Маклая, я закончил лечебное дело сначала в 1986 году. После этого начал ординатуры по общей хирургии, а потом челюстной севой. И так продлил на пластическую хирургию в разных больницах. Это была определенная программа, которую проводила наша руководительница, профессор Дмитриева. Она помогала многим, потому что она знала, как-то в Латинской Америке, не только мне, были люди из Колумбии, Эквадора и Боливии. Кроме того, были из Африки, так что программа была обширная. Она договорилась с разными профессорами, например, Брусова, Попов, на Арбате, это эстетическую хирургию, реконструктивную, профессор Неравьев, профессор Нудельман на онкологический так. Мы проходили разные специальности, и так мы собирали все необходимое, чтобы получить диплом пластического хирурга. Повышение квалификации прошли после лечебного дела, получили пластическую хирургию, да? Да, только после окончания. Какую-то практику в России, за границей проходили, помимо Панамы? Ну да, кроме учебы, то есть ординатуру, мы работали иногда в больнице, при больнице, на разных степенях, иногда как общий врач, иногда как хирурги. Иногда просто были помощники профессора. И после этого я вернулся на родину и начал другие обучения. В США 2 раза побывал, тоже на обучение в Норт-Каролайна и, кроме того, в Пенсильвании. В Пенсильвании сколько практик, сколько лет или месяцев там было у вас практика? Приблизительно 6 месяцев. Это было на университете в Пенсильвании, а в Норт-Каролайне тоже 6 месяцев на обучение разных локутов. Хорошо. А что вы делаете на сегодняшний день, чтобы развиваться в своей профессии?
Но обычно мы проходим разных конгрессов, участвуем в разных мероприятиях. Кроме того, у нас есть международный симпозиум постоянно, то есть обмен мнений, или если у нас есть очень трудные, можно говорить, ситуации или пациенты, мы можем на эту группу международную показывать все фотографии, и они дадут нам мнения, которые могут развивать решение этого проблемы. И как часто вот эти конференции, симпозиумы проходят? Очень часто. Иногда 2 раза в неделю, иногда бывают международные в разные страны. Например, мы в мае мы были в Марокко, там был международный симпозиум краниофасcia, то есть черепно-лицевой, да. Есть эстетический, например, в Колумбии недавно был один, в США бывают очень разные, приглашают, то есть Турции, там из разных стран Евразии или Дальнего Востока. Так что это сейчас, сегодня это очень актуально, потому что нет барьеров, нет ограничений, мы можем на самолете ездить на один день на другом конце света, так что. А как возникла вообще идея? Вы рассказывали, что работаете на себя, создать вот свой личный кабинет, прием осуществлять. Как возникло, что нужно работать самостоятельно на себя? Обычно мы начинаем как группа. Мы начали и существует еще на сегодняшний день, что у нас есть группа, например, в Аргентине, 7 хирургов пластических, но со временем мы смотрим, что это не совсем выгодно. Поэтому мы как-то отделяемся, у нас есть свой кабинет в разных больницах, так что у каждого есть свой бизнес отдельно, да, кроме групповой. Там бываем только чтобы оперировать, и разделяем доходы. Но есть тоже отдельно, который мы можем проводить в другой госпиталь или клинике. Есть преимущество, то, что вы можете выбрать госпиталь, правильно понимаю? Да, если у нас есть, то есть права, и у тебя есть все государственные решения, ты можешь работать в любом месте, в любой больнице по Панаме. А как вообще выбрать пластического хирурга правильно, пациенту, как считаете? Я лично считаю, что у пациента всегда должно быть, по крайней мере, должен посмотреть 2 разных хирурги, потому что есть разные мнения, иногда у пациента есть определенные идеи своей проблемы, но это мы смотрим по-другому, как-то каждому. Поэтому он должен иметь как-то разные взгляды и выбирать, кто он считает правее, да? Но вы не настаиваете, что только ко мне и только у меня оперируют? Нет, моя политика это совсем другая, потому что я предпочитаю, что у человека были разные мнения. Кроме того, это не только для того, чтобы они посмотрели, насколько я знаю, или другой настолько, да? Это тоже касается мнений самого больного, потому что иногда они ошибочно считают, что могут делать то или другое. Иногда это не совсем реально, иногда это бывает очень как-то иллюзорно. Некоторые даже рассказывают, что даже врач есть профессионал, он опытный, с большим именем, а человеческий фактор пациенту подсказывает, что что-то как-то не сошлись мы. Да, бывает так, что у врача не нравится, а у человека нравится. Иногда бывает по-другому. У врача чувствует, что
вполне все сделал, все нормально, а у пациента нету. Как считаете, почему услуги частных клиник такие дорогие? Но после 90-х годах все пошло как-то по-другому. Считаю, что не только клиники подорожали, но и все, что касается инструментов, все, что касается все необходимо для операций и для обслуживания больных. Так что это не только касается врачам, да? Это касается тоже всего, что необходимо, чтобы обслуживать и давать определенную необходимую помощь больному. Ну, то есть все разумно сейчас на сегодняшний день, да? Да. Иногда бывает даже очень дорого, потому что нам приходится просить кое-что издалека. Не только из США, но и из Европы или других стран. И это деньги стоит. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечении за рубежом для иностранных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию, медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. И пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Какой ценовой сегмент рынка вообще занимает пластическая хирургия, как считаете? Все-таки это не эконом-вариант, мы понимаем, но к вам обращаются какие пациенты, то есть с каким бюджетом, да? Либо они обращаются при необходимости, когда это чрезвычайная ситуация, ДТП и так далее, либо просто вот у меня есть деньги, я хочу там увеличить грудь или еще что-то. Но бывают и ДТП тоже, которые необходимо сделать при любых условиях. И бывают эстетические, которые просто хотят что-то улучшить или что-то менять. Если у них есть определенный бюджет на это, они смогут. Иногда бывает, что у них нету, но они идут в банки и будут нанять определенную время. Берут кредит? Да. Так что это по-разному. Иногда у человека просто считают, что все эстетически нет. При пластической хирургии есть определенные нюансы, когда у человека необходимо что-то менять, потому что ему-то как-то не только психологически, но и физически мешает или не дает покоя, или он считает, что у них есть определенные работы, которые необходимо менять свою внешность или кое-что в себе. А как пациенту понять, что ему не навязывают лишние услуги? Ну, это по-разному, это очень... Он пришел исправлять нос, а ему еще сказали, у тебя уши торчат. Это зависит от врача, потому что это уже коммерческие как-то навыки, да? Сегодня есть так называемый маркетинг. Да. Да, но это не всем владеет. Не каждый врач владеет этим. Нет, нет, нет.
потому что для этого надо как-то продавать все, да. А коммерческий врач, он не очень этический. Ты можешь сказать, что на самом деле бывает, он приходит, например, со шрамом, а ты скажешь, у тебя уши торчат. Но бывает по-другому. Тебе лучше как-то, если это девушка, конечно, что тебе лучше как-то менять свой облик. Или давай поменяем твой нос определенный, да? Но можно изменить до неузнаваемости человека вообще. Можно, но не надо к этому стремиться. Надо всегда как-то быть более подходящий или более реальный к этому человеку. Натуральным. В натуральном виде, конечно. Потому что иногда у человека как-то говорят, что нет, тебе надо нос короче, но не всем подходит. Мы изучаем определенный предмет, называемый это артистическая как-то симметричность, не только лица, но и тела. Поэтому мы должны это использовать правильно, а не менять человека как будто до неузнаваемости. Это только делают те люди, которые что-то хотят скрывать, да? Но как считаете, люди, которые вот постоянно что-то хотят в себе изменить, хотя они здоровы, да, и это... Не всегда. Поэтому мы должны быть и психологом в том же время. Да, то есть люди меняемые или нет? Мы отправляем к психиатру или психологу сначала, чтобы они посмотрели. Но мы должны как-то все слушать внимательно и посмотреть на человека. И что на самом деле он хочет, а что мы можем сделать реально. Да? Без всякого, без обмана. Поэтому все равно надо анализировать вовремя приема. А в какое время года к вам больше обращаются пациентов? Есть ли сезонность? Это зависит, когда я здесь. А так вы принимаете не только в Панама-Сити, да, чтобы просто наши зрители тоже знали, вы также выезжаете в другие страны, вылетаете, правильно? Да, иногда бывает, что другие коллеги просят помощь или они знают, что я делаю кое-что лучше и приглашают. Хорошо. Ну, то есть можно по заказу вызвать вас на дом в другую страну. Не надо, а в другую страну, да. Ну, главное, что... Но надо проходить все необходимые, то есть документации, потому что не все страны принимают. Иногда бывает затруднения с бумагами, да. То есть могут не дать возможности оперировать в другой стране? Да, потому что иногда бывает очень жестко, да. Это лицензирование или определенные правила там местные. Я могу как-то подпольно делать, но это не самый хороший как-то путь для этого. Я понял. А какими каналами обычно привлекаете пациентов? Как вас узнают? Ну и тогда есть референции другим врачам. Ну, рекомендации других врачей? Да. Это не только в Панама-Сити, и в других странах тоже? Да, то же самое. То есть сейчас вы не озадачены, чтобы искать клиентов, они сами вас находят? Да, естественно. А за какими услугами чаще всего обращаются? Какие чаще всего операции? Ну, есть разные. Иногда нос, иногда груди, живот. Ну, самые ходовые такие. Грудь, живот, нос? Нет, не только. Иногда бывает опять лица. Так. Это зависит. Есть как-то подходящий момент для того или другого. А какие преимущества вы выделяете в себе, если сравнивать с другими пластическими хирургами? Не знаю, может, в Панаме как-то хирургия пластическая не совсем очень дешево, да? Но по сравнению, например, с США, Канадой или Европой, это ниже, да? Стоимость. А
а у нас есть 7 необходимые, будет так сказать, условий, чтобы развиваться как в этих странах, которые очень хотят на высшем уровне, да, развиваться. То есть мы получаем меньше, но уровень это очень высокое, потому что все наши больницы, ну как видишь, как это, да, она ассоциирована с Джон Хопкинс, например, для того, чтобы получить от того больницы или группа лицензию, надо иметь определенный уровень, да. Они должны как-то это получить от врача, что он всегда актуален и кроме того он всегда будет развиваться в том или ином направлении. Да? Ну, вы постоянно свою квалификацию, как вы сказали, повышаете, да. И все необходимые сертификаты тоже поддерживаете в порядке, чтобы они не были просрочены. Да, чтобы все лицензии были действующие. Не только это. Иногда мы должны проводить курсы специализированные в определенном месте почти каждые 2 года и получить да, лицензию из-за этого. Расскажите, какие необычные случаи в вашей работе были? Ну, может, что-то такое нестандартное было, что запомнилось? Все пациенты как-то очень индивидуальны. Редко, может, что-то такое прям... Ну, все акциденты. И ДТП какое-то, может, было? Бывает ДТП, бывает моменты ожоги. Или было моряки из России, например. Моряки из России тоже были? Также были. А с ними что случилось? Да, там у них на пароходе как-то по-разному. Бывает очень ожоги, да. Бывает разные. Назовите 3 главные проблемы в современной медицине, которые вы видите и считаете, что стоит изменить. Ну, технологии, которые всегда, хотя она развивается очень быстро, не всегда приходит к нам вовремя, да? Иногда мы хотим что-то в каком-то моменте, но нету. Или очень дорого. Ну, если нужна технология, то это не дешево. Кроме того, но бывают другие моменты. В нами, например, есть недостаточно предоставка определенный материал. Расходные материалы? Нет, есть определенный материал очень специализированный, который иногда нету просто. И иногда приходится ждать. То есть мы смотрим больного, это очень редко, но иногда бывает. Хотя у нас канал, у нас через нас проходит всего мира, да? Ну, Панамский канал, да, через вас очень много шагов. Должно быть по-другому, но бывает так. Хорошо, какие рекомендации, пожелания скажете нашим подписчикам? Ну, чтобы всегда, когда есть желание что-то поменять или какую-то хирургию проводить, всегда надо иметь не только одно мнение, но и слышать другого. Всегда это очень полезно и, кроме того, открывает ваше мировоззрение и дает более реальные ситуации, то, что вы хотите. Tony.